Я начал свой первый проект, онлайн-проект в 2008 году. Это был интернет-магазин, и на тот момент я не знал, как получать трафик, потому что от трафика зависели наши продажи. Мы использовали платную рекламу, но то, что мы увидели, что наши конкуренты ранжируются в Google, они получают трафик оттуда, но мы не знали, как это сделать. Тогда я начал изучать больше про SEO и нашел, что конкуренты используют ссылки. Это было просто. Зайти на какие-то биржи ссылок, купить больше ссылок, чем они имели. Как правило, у меня была простая стратегия. Купить в 2 раза больше ссылок. Google ранжировал наш контент, мы получали огромные продажи. Иногда мы не могли даже продать какие-то товары, потому что наш склад просто распродавался очень быстро. Мы звонили конкурентам и продавали их товары с нашей наценкой. Это было отличное время, но все поменялось. В апреле 2012 года Google запускает фильтр Пингвин. Я в какой-то момент не сильно любил эту северную птицу, она хоть летать не умеет, но до этого была какая-то любовь к природе. Ну, пришлось меняться, пришлось что-то делать по-другому. И для этого начал изучать именно западное SEO, как они продвигают. Изучал Брайана Дина, Нила Паттела, Ренда Фишкина, многие большие сайты, Ahrefs, Moz. И тогда пришло понимание, что такое линкбилдинг, как его делать правильно, как делать белый линкбилдинг. И после этого наши проекты начали опять расти, опять начали даваться результаты, особенно на Запад. Мы один проект в нише потери веса подняли трафик со 100 тысяч до 200 тысяч буквально за месяц, потому что мы переписали метаинформацию, а впоследствии подняли трафик до 750 тысяч. Это огромный трафик в этой нише, он стоит просто там космические десятки миллионов долларов в американском сегменте. И мы начали делать правильные линки, которые действительно работают. Однако ничего не стоит на месте, все постоянно меняется, и Google начал снижать влияние ссылок. То есть, если посмотреть сегодня, Google уже даже не рассматривает влияние от ссылок в пятерке самых важных факторов SEO. То есть, когда-то это было 1-2 место, то сегодня это даже не в пятерке. Многие белые стратегии, которые до сих пор есть, они просто стали какие-то космически дорогие. То есть, если мы возьмем, к примеру, Skyscraper техники или Broken Link Building, это стоит дорого, если говорить про качество. Я понимаю, что многие там компании пообещают, что мы именно делаем вот это белое SEO, на самом-то деле они никогда его не делают. Это покупные ссылки, это какие-то с поломанных сайтов. Белый хороший линкбилдинг, который стоит у профессионалов, он просто очень дорогой. И он очень при этом уже неэффективный, потому что сегодня, чтобы получить ссылки именно белыми методами, вы можете там написать 100 имейлов, супер персонализированных, изучить получателя, написать этот email и не получить даже единые ссылки. Если вы напишете 1000 имейлов, возможно, вы получите пару ссылок. Но будет ли окупаемость от этого? Хороший линкбилдинг просто будет чаржить огромные деньги. Влияние будет низкое. Вы в Гугле особо это не увидите. Поэтому многие специалисты, те же, которые рекомендовали вот эти белые стратегии, включая Нила Паттела, включая Брайана Дина, они перестали это делать. Потому что это малоэффективно. И все больше и больше линкбилдеров, которые именно делали белое SEO, именно белый линкбилдинг, они перестали это делать. Тот же Райан Стюарт сказал, ну все, уже это неинтересно. Он тратил очень много времени, тяжело работал над получением этих ссылок, но потом он изменил полностью стратегию, и сегодня он даже не продает этот вид линкбилдинга. Продают в основном те, кто пытается на этом еще заработать, но это не белый линкбилдинг. Хороший белый линкбилдинг, как я сказал, уже дорого и малоэффективно. Поэтому сегодня необходимо делать другой вид линкбилдинга, и в этом видео я обязательно об этом расскажу. Давайте начнем с самого начала. Что самое важное в линкбилдинге сегодня, это иметь контент, который заслуживает ссылки. Если взять такой известный ресурс, как Ahrefs, вы увидите, что у них множество контентов, которое было создано не совсем для трафика, а больше для получения именно ссылок. Смотрите, я смотрю Ahrefs в Ahrefs, и что вы увидите, допустим, смотрите, вот у них есть вот эта статья Search Traffic Study. И, как мы видим, у этой статьи там очень огромное количество ссылок, почти 10 тысяч ссылок, с 3000 доменов.
довольно-таки много. Потом смотрите, опять же, какая-то блог-статья, опять же, куча ссылок. Где-то больше 6000, и это тоже SEO статистик. Почему они это делают? Потому что это помогает заслужить ссылки. То есть журналисты, блогеры, они ссылаются на какие-то данные. Когда ссылаешься на какие-то данные, ты можешь доказать, да, или, допустим, хочешь сказать, что вот смотрите, это проверено вот с такими-то исследованиями. Второй вид контента, который бы я рекомендовал, это именно создание калькуляторов, конвертеров. Это отличный контент, он супер работает. И вы увидите тоже у Ahrefs на втором месте Backlink Checker, на третьем Keyword Explorer, Keyword Generator. Это калькуляторы, которые заслуживают очень много бэклинков. И их цель как раз именно продвигать сам Ahrefs. Понятно, что она приносит еще аудиторию, продажи, но когда вы создаете именно какие-то калькуляторы, конвертеры, она органически получает ссылки. Третий вид контента, это вот смотрите, я вам покажу, это вот такие страницы, допустим, вот, к примеру, на этом сайте мы увидим Market Capitalization Tesla. Причем, смотрите, прайс-то упал уже 839 миллиардов, было 1,5 триллиона недавно, что-то Илон Маск там неправильно делает по-любому. Вот, и вот такие страницы статистики, они получают очень множество ссылок. Вот, допустим, вот эта страница Bitcoin Price. И что мы видим? Биткоин опять падает. Ну, сам смысл в том, что вот эти ссылки, они, такие страницы, они заслуживают множество ссылок. Вот, к примеру, в Ahrefs проверяя эту страницу, вы увидите 10 тысяч доменов. Ссылается на вот эту страницу с статистиками, еще и при этом огромный трафик. То есть смысл в том, что вам надо создавать контент, на который многие блогеры готовы органически ссылаться, потому что аутричем получить эти ссылки это практически невозможно, если использовать белые методы. Но когда вы создаете контент, на который хочется сослаться, а это калькуляторы, конвертеры, страницы статистики, это какие-то исследования, вы получаете ссылки органически. И тут есть нюанс. Это на самом-то деле создать было дорого. Было, но уже нет. К примеру, смотрите, возьмем вот эту страницу. Здесь все данные с API. Все, что вам необходимо сделать дизайн красивенький и подвязать это каким-то API, и вот у вас страница статистики готова. Этих API просто огромное количество. То же самое здесь. Это все берется с API какого-то NASDAQ, каких-то там Dow Jones'ов, да, то есть вы берете у них API и показываете у себя на сайте. То есть это открытые данные. К примеру, если говорить про какие-то калькуляторы или какие-то конвертеры, тулы, если их создавать, их было когда-то, возможно, дорого создавать. Но сейчас, если вы зайдете на GitHub, на GitLab, вы найдете огромное количество каких-то тулов. И все, что вам необходимо, подумать, как их проапгрейдить. К примеру, смотрите, я вам просто показываю пример. Вот мы запустили недавно этот проект Unmiss. И если вы посмотрите вот в Google, образно, да, вот посмотрите, мы находимся на 9 позиции. Но при том, что все конкуренты, это посмотрите, какой у них огромный авторитет. Во-первых, у них огромный авторитет, как правило, практически, смотрите, один только сайт 69, да, остальные все выше. Это Domain Authority 69, тоже немало, кстати. Вот, и посмотрите, сколько у них бэклинков. Сколько? Мы на 9 месте, посмотрите, у нас всего 40, мы только начали. И у нас всего 4 бэклинка, но мы уже в топ-10, мы даже выше Моза находимся. Моза, это огромный ресурс. Почему? Потому что на самом-то деле мы создали калькулятор, скажем, такой конвертер, подвязали к нему искусственный интеллект. Смотрите, я вот ввел сюда запрос, как потерять вес быстро, да, вот она проанализировала, оценку, дала оценку, показала, где писать какие ключи, как генерировать с помощью искусственного интеллекта вспомогательные слова, как это будет выглядеть в Google, анализы, sentiment analysis, engagement potential, то есть вы анализируете заголовки. Это супер важно сегодня, потому что люди вслепую не кликают. Вы должны дать им четкую причину, почему они перейдут на ваш сайт. И мы, к примеру, вот когда продвигали веб-сайт там, по потере веса, мы увеличили трафик буквально с этим простым маневром. То есть мы переписали все метаинформацию, title, description, и трафик вырос со 100 до 200 тысяч. А это огромные деньги, это миллионы долларов. То есть вам необходимо использовать подобные калькуляторы, конвертеры, и вы можете создать это в своей нише. Это несложно сегодня создавать такие тулы, то есть найти какие-то тулы, которые собирают трафик, но они давно не проапдейтены, у них нет искусственного интеллекта. Подвязывайте API чата GPT, Клода,
Perplexity, даже новый DeepSeek. То есть вы выбираете просто то API, которое больше подходит, подвязываете и создаете классные инструменты. Как это все продвигать? Потому что на самом-то деле, я вам скажу, создать это одно, но надо еще действительно получить внимание от журналистов или каких-то блогеров. И здесь самый простой момент – это пиар. То есть, когда вы пишете пресс-релизы, распространяете информацию. Стандартный пресс-релиз под линкбилдинг – это, как правило, там показать какое-то экспертное мнение. Журналисты, если видят, они оставляют ссылки. Но если вы делаете пресс-релизы с ссылками на ваш тул или на ваше исследование или на страницу статистики, вероятность ссылки увеличивается многократно. То есть журналисты, они ссылаются постоянно на такие страницы. Я вот расписал целую статью, зайдите на сайт unmiss.com, и вы увидите, как мы получили ссылки там CNN, Forbes, Yahoo, Business Insider. Просто огромнейшие ссылки, мы расписали прям какие ссылки, как мы их получили, методы получения, то есть ты уже поймешь всю эту информацию прям с этой статьи, и это сделать можешь то же самое ты, здесь нету никаких секретов, то есть от А до Я уже все это расписано. Если необходима вам помощь с созданием инструментов на искусственном интеллекте, тоже обращайся, пожалуйста, вот у нас есть страница, я оставлю ссылку в описании. Мы полностью от А до Я расскажем, как необходимо создавать инструменты, составим с тобой контент-план, найдем людей, которые помогут, то есть у нас есть свои девелоперы, если надо, обучим твоих девелоперов и все это продвинем. То есть все, что тебе необходимо, просто засабмите свой реквест, мы тебе сделаем бесплатный анализ, ты за это не заплатишь ни копейки. Если надо, сделаем бесплатный митинг, да, в котором мы обговорим твой проект, и там ты уже получишь кучу инсайтов и уже примешь решение, стоит ли сотрудничать с нами или с кем-то другим, или может сам пойдешь, но это уже зависит от тебя. И последний вид маркетинга, который я бы рекомендовал, это все-таки видеомаркетинг. Это не линкбилдинг, это не создание ссылок, но на самом-то деле Google начал давно изучать влияние ссылки. Каким образом? То есть на ссылку кликают или нет? Если по ссылке никто не кликает и не переходит, это значит не есть хорошая ссылка. Если она имеет трафик, то это хорошая ссылка. И основной линкбилдинг как раз трафик не приносит. Даже вчера проводил исследование и показал, что практически никто на ссылки не переходит в классическом линкбилдинге. Но твоя задача какая? Получать именно результаты и продажи. То есть конечная цель – это продажи. То есть когда вы начинаете видеомаркетинг, а мы даже для новых каналов, абсолютно новых, по англоязычном сегменте, получаем миллионы просмотров за несколько месяцев. Даже в самых конкурентных нишах, это криптотрейдинг, неважно, мы получаем миллионы просмотров, потому что сегодня золотое дно именно видеомаркетинга. Вот ты смотришь это видео, почему? Потому что оно помогает нам продавать. Так же самое тебе надо запускать именно видеомаркетинг. Это не стоит дорого. Сегодня можно найти людей, которые тебе помогут снять, которые будут спикерами для твоего канала, если ты там стесняешься, не хочешь говорить. Есть AI-аватары, есть много элементов. И мы именно в видеомаркетинге делаем огромные продажи, результаты. Ты можешь делать то же самое. Если тебе необходимо, заходи на наш сайт, оставляй бесплатный свой реквест. Мы обязательно посмотрим, сделаем бесплатный тебе анализ. Если надо, сделаем митинг, обговорим твой проект и найдем методы. Здесь, кстати, ты вот на этой странице видишь те проекты, которые мы прям с нуля продвигали и получаем огромные результаты. Мы сами это делаем. Вот, поэтому, если все же ты хочешь продавать, лучше сегодня стартовать видеомаркетинг. И Google ссылки с видео он любит даже больше, потому что они дают реальный трафик. То есть, когда люди переходят с YouTube, TikTok или каких-то других социалок, они дают реальный трафик. А Google что сегодня смотрит? Как часто ищет твой бренд и какой реальный трафик ты сам получаешь. То есть, используешь не SEO методы. Это сегодня новый вид линкбилдинга. Это все на сегодня. Спрашивай все мнения в комментариях, я обязательно отвечу на любой твой вопрос, я читаю все комментарии, помогаю максимально, как мы можем, и до новых встреч!